пациентки. Нужно второе мнение о наличии онкологии поджелудочной железы. Это надо знать в связи с необходимостью операции на правом легком. Позволит ли состояние ПЖ сделать операцию на правом легком? На левом легком сделана операция 30 сентября 2021 года. Код диагноза по МКБ D1-3. 6. Обоснование направления. Образование поджелудочной железы ПМСР. 1. С34,1 периферический рак верхней доли левого легкого PT1VN1M011V. Операция 30 сентября 2021 года 4 кипка XTR4 актриотид. В процессе терапии актриотидом. КЛ. ГР11. 2. D02,2 периферический мультифокальный рак С6. С9 левого легкого ПТИС N0M01ST. Операция 30 сентября 2021 года КЛ. ГР111. 3. Периферический рак нижней доли правого легкого CT1VH0M01A STКЛ. ГР11. Должность медицинский работник. Направившего больного врач-онколог. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациентки 74 лет. Дата исследования – 29 мая 2022 года. Область исследования – органы брюшной полости и забрюшинного пространства. В плевральных синусах минимальное количество жидкости. Желудок пролоббирует в грудную полость, формируя грыжевое выпячивание размером 44 на 33 на 35 мм. Печень, положение и форма обычные, контур ровный, КРБТ 168 мм, Карлт 67 мм. МР структура печени диффузно неоднородна, за счет явлений жирового гепатоза очаги патологического сигнала не выявлены. Контуры четкие, ровные. Структура паренхимы однородная. Внутрипеченочная сосудистая сеть не расширена. Структуры ворот печени дифференцированы. Внутрипеченочные желчные протоки не расширены. Правый долевой печеночный проток 6,6 мм, левый 5,8 мм. Холедах прослеживается на всем протяжении диаметром до 9,2 мм, структура в его просвете однородная. Желчный пузырь обычных размеров, перегиб в теле. МР признаки наличия конкрементов не выявлены. Поджелудочная железа не увеличена, размером 20 на 12 на 13 мм. Контуры четкие, ровные. МР структура поджелудочной железы диффузно неоднородна, с признаками жировой инфильтрации. В теле определяется гиповаскулярный участок размером 10 на 7 мм, более вероятно участок жировой инфильтрации. Парапанкреатическая клетчатка дифференцирована. Версунгов проток не расширен, 2,4 мм. Селезенка расположена обычно, правильной формы. В размерах не увеличена. Надпочечники обычных размеров формы. Правая почка нормальных размеров, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена, лоханка расположена экстраренально. Сосудистая ножка не изменена, паранефральная клетчатка структурна. В паренхиме и синусе единичные кисты диаметром до 9 мм. Правый мочеточник не расширен. МР признаки наличия конкрементов не выявлены. Левая почка нормальных размеров, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена, лоханка расположена экстраренально. Сосудистая ножка не изменена, паранефральная клетчатка структурна. В паренхиме и синусе единичные кисты диаметром до 6 мм. Левый мочеточник не расширен. МР признаки наличия конкрементов не выявлены. Обращает на себя внимание диастаз прямых мышц живота до 65 мм, сформировано грыжевое выпячивание сальника. Заключение. МР признаки очагового образования тела поджелудочной железы, более вероятно участок жировой инфильтрации, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Диффузных изменений ткани печени и поджелудочной железы, холедохоэктазии, грыжи белой линии живота, кисты обеих почек. Рекомендована консультация терапевта ВГДС. 4 июня 2022 года доцент кафедры К. М. Н. Котов М. А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. На мой взгляд, в поджелудочной железе есть участок сниженного накопления контраста. Это всегда неблагоприятный фактор, который характерен для большинства опухолей, но мне кажется, что это участок жировой инфильтрации. В целом у КТ разрешающая способность выше, и с помощью КТ этот момент может быть виден более четко.
В остальном ничего катастрофического нет. Есть грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, она может давать боли в животе. Имеет смысл проконсультироваться у терапевта и сделать ВГДС. Остальные изменения по возрасту. Вопрос пациентки. На этой неделе моей супруге предстоит консилиум, где будет решаться возможность операции на втором, правом, легком. Левая легкая, онкология, оперирована 30 сентября 2021 года, затем ХТ. При предварительном обследовании на УЗИ брюшной полости было обнаружено новообразование в поджелудочной железе. Сделали КТ. Заключение: злокачественность новообразования не исключена. Сделали МРТ. Злокачественность новообразования не исключена. Отправили результаты МРТ вам для получения второго мнения. 4 июня получили от вас результат, практически исключающий, как мы понимаем, злокачественность новообразования. Но в вашем заключении увидели большой ляп, ставящий под сомнение все результаты вашей экспертизы. Сказано: желчный пузырь, обычных размеров, перегиб в теле. МР, признаки наличия конкрементов не выявлены. А желчный пузырь у пациентки удален 40 лет тому назад. Ответ КМН. Котова МА. Исключить или опровергнуть злокачественную природу опухоли возможно только по данным гистологического исследования, а не по данным лучевого исследования. Про желчный пузырь в его обычном месте расположения. Есть жидкостная структура размером 33 на 15 на 17 мм, сообщающаяся с холедохом, которая по всем своим МР-характеристикам соответствует желчному пузырю. В случае удаления его такая ситуация бывает, когда оставляют слишком длинный участок пузырного протока.